Когда я всю жизнь свою посвятила автобизнесу, и на кухне меня вообще никто никогда не видел, я готовила только в удовольствие. Вот. И гранола – это был единственный продукт, который всегда одиноко красовался в моем холодильнике. Гранола – это полезный завтрак. Это запеченные овсяные хлопья, самые обычные. Они запекаются с орехами и сухофруктами, употребляются преимущественно с утра в качестве завтрака, так как являются долгими углеводами, так сказать. И лучше всего, конечно, с молоком или кисломолочными продуктами. То меня никто не понимал в Донецке. Говорили: боже, ну как это? Запасные части, масла, аксессуары, и тут на тебе овсянку жарить. Непонятно. Вот такой вот финик. Смотрите, какой красавчик. То есть мы получаем в вакуумных упаковках, сохраняя все полезные свойства. Сушится при 38 градусах. То есть вот он еще такой, он живой весь. Если вы для себя принимаете решение, что вам некомфортно работать по найму, и вы готовы принимать решения, и главное нести, знаете, как называется, проактивность. Это предпринимательство и ответственность. Быть проактивными, то тогда стоит начинать. Если вы сомневаетесь в этом, то лучше не начинать. Как в любом начинании. Вы готовы выйти замуж, вы выходите замуж. Если вы не готовы, ходим с подругами на дискотеку. То есть, когда не хочешь довольствоваться копейками, и приехав в чужой город, нужно шевелиться. Нужно всегда учитывать тот факт, что, знаете, вот смешно, но новичкам всегда везет. Наталья, а что вас двигает? Какой у вас личный двигатель? Хочу гранольный заводик. У меня ж пацаны мне их поднимают. Мне дети очень любят участие. Во-первых, меня Одесса вдохновляет. Я очень люблю Одессу. Для меня это вот, я не знаю, вот говорят, вот Одесса мама. Да, наверное, да. Вот если Одесса принимает, то принимает во все объятия. Слава Богу, я человек верующий, и слава Богу, Бог мне посылает хороших людей на моем пути. И даже в те времена, когда вот так вот хочется от физической усталости вот так лечь, все, ничего не хочу, все, устала. Ну, достаточно просто закрыть цех, уйти, сменить картинку, прийти к морю, послушать прибой и успокоиться. Как говорила моя бабушка, есть люди-паровозы, есть вагоны. Вот я не хочу быть вагоном, я хочу быть паровозом. Мне это свобода, это проактивность, это ответственность, это активность, это предпринимательство, и это ответственность за свою семью. Я знаю, что если мы с мужем ничего не сделаем для своих детей, эта манна небесная с неба не упадет, не с моим еврейским счастьем. Поначалу казалось, все будет довольно-таки просто. Когда только это дело завязалось, я даже и не думал о таких сложностях, которые могут быть. Оглядываясь уже на пройденный путь, который уже прошел. Тут довольно-таки такой сложный, и если сразу бы сказать мне, надо будет это все пройти, я бы, наверное, не знаю, осмелился бы или нет. Но здесь получается уже как прыгнул в воду. Хочешь не хочешь, надо грести. Но оно того стоило, честно говоря. И давай работать тоже, не просто болтай. То встал, не говоришь, а сам не работай. Хорошо. Наш инструмент, который дома остался, за бесценок отдали, тот был инструмент. А этот вот купили не всегда качественный. Приходится ходить докупать каждый раз практически. Но без этого никуда не денешься. Первый толчок дал, наверное, брат. Ну, как бы он зажег интерес первый. Делом надо жить, то есть дело должно быть часть жизни. Нельзя его рассматривать как бы просто работа, а жизнь моя в другом месте. Если так смотреть, то лучше не браться вообще за работу. Приехали в Киев из Крыма
из Белогорского района. Там мы тоже занимались чем-то подобным. Ну, там как бы волей судьбы расширяться и развиваться нам уже было не суждено. Ты смазал там? Да, конечно. А эти поставил полукольца? Хотел человек. Клиентов было поначалу очень немного, там, ну, может быть, в неделю. Если один придет, то очень было хорошо. То есть я едва-едва выходил на то, чтобы аренду и все расходы покрыть. Иногда даже в минусе был. Мы работали и так, мы пробовали и по найму работать, но тот опыт, который мы получили, работая сами на себя, показал намного лучшие плоды. И просто не захотелось после этого работать по найму. Вообще в любом деле получается, когда начинаешь, аппетит приходит во время еды. Начинаешь что-то делать, получилось как-то. Посмотрел на это дело, уж да, хорошо. Потом начинаешь приглядываться, а вот здесь можно было сделать по-другому. Если такая жилка есть в человеке, то дело у него получится. Самая большая трудность, наверное, это все-таки в самом предпринимателе и будет. В его, скажем так, гибкости, наверное, в способности что-то поменять в себе. Давай. Здесь, наверное, посложнее получается, потому что начинать надо с нуля. Все-таки там у нас уже был определенный свой штат клиентов, своя известность была. Здесь мы еще не знаем никого, нас никто не знает. С этой стороны немножко сложно. А так, для того, кто может что-то делать, в принципе, большой разницы нет. Вопрос времени, немножко времени, все будет нормально. Все. Сел. Отлично. Все. Операция готова. Все, можно отпускать. Я всегда слышала, что наш дом в Крыму, и мы когда-то туда вернемся. Вот мы оттуда уехали, а вот сейчас мы туда вернемся. Сама я родилась в Узбекистане, в Андижане, и там я прожила 17 лет. И как раз это был 95-й год, когда мы переехали из Узбекистана в Крым. И я помню, мы с сестрой сидим, и как раз это такой возраст, когда мою бабушку выслали на Урал. И мы сидим, ну вот классно, да, вот мне сейчас 17 лет, да, вот я сейчас все брошу и поеду лес валить. А их вывезли в барак с теми же детьми 4, с внуками куда-то в Сибирь, да. Но я понимаю, что да, нам трудно, а насколько им вообще, где они брали силы, что они говорили своим детям, как вот они их, я не знаю, успокаивали, направляли, да, обучали, чтобы, ну, как минимум, да, сохранить самообладание, здоровье, да, и не впасть в отчаяние. Старшая сестра моей прабабушки, она была портнихой-модисткой, да, и в Симферополе она обшивала там артистов, да, или там у нее был свой круг клиентов. Моя бабушка тоже всю жизнь шила, и у меня как-то в голове было такое, что вот если я не умею рукодельничать, значит, в общем, жизнь не сложится. То есть меня никто не возьмет замуж, я вообще буду не такая женщина. То есть я вот, насколько помню, я, наверное, лет 6 шью, вышиваю. Получается, когда у меня родился старший ребенок, я вообще в Крыму открыла ателье. Мы шили для цирка, для театра, для певцов. Я хочу татарские мотивы, татарскую общую вот эту вот вышивку интегрировать в обычную жизнь. Теперь она в готовом виде, ее обычно носили вот так вот девушку.
украшала свою руку. Да? Но когда она выходила из дома на улицу, да, чтобы закрыть свою руку красиво, то она переворачивала, и это было вот так вот. То есть на улицу женщины выходили с закрытыми руками. Почему я это делаю? Потому что есть спрос. Если люди ко мне обращаются, что им нужна такая-то вещь, да, а я ее умею делать, да, по большому счету, ну, как я могу, ну, какое у меня моральное право отказать, да, то есть человеку надо, я могу сделать. При этом всем будет хорошо. Человек получит вещь, да, я получу какие-то средства, ну, которые я могу себя свободно почувствовать. Мой двигатель это даже не двигатель, наверное. Это такой локомотив, да, опять-таки. Мы начали про семью, которая была до моего рождения, да, но у меня уже есть моя семья. У меня 4 прекрасных деток, да, у меня 3 сына и маленькая дочь. И я заметила, что дети очень тщательно следят вообще, как я себя веду, да, то есть они копируют. В некоторых я вижу, да, что они явно меня дублируют. И очень важный момент, что я хочу, чтобы они дублировали хорошее. То есть все, что я делаю в своей жизни, я думаю, ага, если ребенок мой об этом узнает, что я буду думать, да, что я буду чувствовать, да, будет мне стыдно или я буду гордиться. И еще до появления детей у меня четко сложился такой стереотип, что маму, да, они, ну, как бы все любят маму, да, и все хотят гордиться мамой. То есть я хочу, чтобы мои дети меня вспоминали не только по вкусным котлетам или там каким-то там деликатесам. Я очень хочу, чтобы мои дети мною гордились. Я нашла то дело, чем мне хотелось заниматься всегда. В Луганске я любила свою профессию, я хореограф, я преподавала, я очень много где танцевала. А когда я приехала в Киев, был определенный период поиска себя. Я тебе дам 2 петли, ты их просто обматываешь вокруг дерева, в серединку, там, если надо будет, перетянешь узел, если вдруг она короткая, но по идее должно быть нормально. И просто в эту петлю прицепишь карабины. Мы сейчас свешиваем тренажер, на котором человек будет висеть вниз головой, только за ножки. Я предлагаю людям инструмент, с помощью которого они могут восстановить свое тело, с помощью которого они смогут восстановить свое психологическое состояние и наладить общение, коммуникацию вообще в жизни. Это может помочь не только тем людям, которые уехали после войны, а вообще всем людям, у которых есть какие-то стрессовые ситуации. Все узлы альпинистские, оборудование тоже, ну, помимо пальцепов, но стропа тоже альпинистская, поэтому очень безопасная для любого веса. Для меня это был один из самых сложных этапов перестроить это в бизнес, потому что бизнес-модель, она предполагает постоянный учет финансов. Она предполагает планирование какое-то, ну вот такую, есть у людей такая жилка, когда они с легкостью вот видят, как это будет рентабельно или рентабельно. То есть я больше человек творческий, которому важна идея, которому нужно движение, и я вот готова, пожалуйста, давайте двигаться. И вот это нахождение этого баланса для меня было сложно. Когда я написала первую свою базу и увидела эти цифры, я так посмотрела и думаю, это же я благотворительно работаю. Ну, то есть вот я же вот так вот просто все раздаю и понимаю, что взамен как бы ничего не получаю, и это не является бизнесом. Бизнес, он предполагает прибыль, чтобы было комфортно жить, и ты из этого комфорта развиваешься. И так постепенно, шаг за шагом, я учусь это все писать, я учусь это все планировать. Давай еще разочек. Вот у тебя ручки здесь, ты переходишь на них как будто бы плечиками, касаешься к веревкам.
И выравниваешь не вниз, а вверх. Тело вверх. Оп. Хорошо, давай еще ножки под себя. О, стой, как таракашки, помнишь, мы бегали? Да. И теперь медленно опускайся. Хорошо. Еще разочек? Не? Были сложности. Вообще прям моментами чувствуешь себя просто раскатанным по асфальту. И думаешь, ну все, уже ничего не хочу, мне ничего не надо делать. И все, и просто сидишь. В какой-то момент, как мне очень нравится, как Барон Мюнхгаузен себя вытягивал за волосы. Я приблизительно где-то так же себя ощущаю, что ты берешь себя вот так вот за шкирку, за волосы, поднимаешь, куда-то идешь. Сказать, что я сижу и жду, что кто-то что-то сделает или ожидаю, нет, ну так не бывает. Хотя ждать можно. Очень долго можно ждать. А самое интересное, что еще и хочется сидеть и ждать. Ну вот посидишь, подождешь, потом еще на кого-то поругаешься, скажешь, там государство не то, там люди вообще не такие пошли, ну и так далее. Но без первого шага ничего не произойдет. То есть достаточно встать, самому начать что-то делать, и потом действительно придут единомышленники, которые скажут, это классная идея, так давно хотел, давай делать дальше. Мы живем в век интернета, Google все знает, очень такая вещь прекрасная, когда ты заходишь на какие-то форумы и что-то изучаешь, находишь нужную тебе тему и просто делаешь. То есть все возможно, абсолютно все.